Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание постельному белью и поговорим о том, какие дни правильно менять постельное белье, какие магические слова обязательно стоит произносить, когда вы проводите эту практику, и тогда деньги обязательно всегда будут в вашей жизни. Друзья, очень важная и ценная информация, поэтому мы рекомендуем вам просмотреть до конца это видео. Ни для кого не будет новостью, что на сон тратится треть жизни человека. Во время сна, находясь в своей удобной кровати, мы расслабляемся, отдыхая от забот дня. В это время у нас восстанавливаются силы, и от того, как мы спим, удобно ли нам, зависит наше самочувствие и эмоциональное состояние. Для того, чтобы сон был крепким и в течение ночи мы набрали сил, нужно обращать внимание на то, на чем мы спим, чем застелена наша кровать, так как многие люди не обращают на это никакого внимания. То ли по незнанию, не то просто-напросто не заморачиваются и не задумываются над тем, что наволочки и простыни не только способны улучшить качество сна, но и притянуть в нашу жизнь те или иные события. Но если правильно выбрать и пользоваться постельным бельем, то можно стать более успешным, состоятельным человеком, жизнь будет более богатой и благополучной. Как же правильно это все делать? Вы знаете, нужно обязательно менять постельное белье перед религиозными большими праздниками. Желательно, чтобы комплект постельного белья был новеньким, и застелить его нужно за день до праздника. Таким образом, вы обеспечите себе то, что последующие месяцы будут благополучными и легкими, за что бы вы ни брались. Обязательно нужно соблюдать правила, и связанные с узорами, ведь сейчас такое большое разнообразие рисунков, что глаза очень часто разбегаются. Но если вы остановите свой выбор на комплекте в мелкий горошек или в мелкий повторяющийся рисунок, то этим выбором вы притянете в свою семью изобилие. Если спеша вы натянули наволочку на подушку или пододеяльник на одеяло наизнанку, то ждите неприятностей. Ваши дела разладятся и не принесут желаемый вам эффект. Но чтобы нейтрализовать негативное действие народной приметы, снимите постельное белье, что застелили неправильно, выверните и бросьте на пол. Встаньте на него сначала левой ногой, потом постучите пяткой левой ноги о него, а затем хорошенько потопчитесь по нему обеими ногами и при этом проговорите такие слова: «Топчу, топчу, весь негатив вытопчу, чтобы делам моим не мешал и проблем не предвещал». Затем после проделанного застелите постель правильно, ничего плохого уже точно не произойдет. Постельное белье нужно обязательно гладить. Чем лучше оно выглажено, тем больше достаток будет в доме. Не забывайте, что складки притягивают негатив, который способен создать вам много проблем в жизни. Многие в настоящее время не подкрахмаливают белье, потому что не знают о том, что накрахмаленное белье притягивает в дом большие деньги. На ткани постельного белья не должно быть каких-либо повреждений или затяжек. Если на нем появились дыры, не нужно их зашивать, ставить заплатки, от него срочно нужно избавиться, как бы жалко вам его не было. Оно сослужило вам добрую службу, ибо приняло на себя негатив, который предназначался вам. Даже если повреждения не очень большие, то такое белье будет оказывать негативное влияние на того, кто будет на нем спать, и как результат от его воздействия будут конфликтные ситуации в семье, недопонимания, разногласия. А если на таком белье будут спать супруги, то отношения между ними испортятся, станут натянутыми, что в конечном итоге может привести к тому, что семья распадется, даже если они до этого практически не ссорились. Рваные простыни, наволочки притягивают проблемы с деньгами, так как наделены энергетикой бедности. А вещи при длительном использовании способны напитываться негативной энергетикой. Постельное белье тому не исключение. Старое, множество раз стиранное белье не только будет мешать полноценному отдыху, вызывая бессонницу, страхи и кошмарные сны, но и перекроет поступление светлых энергий в вашу жизнь, лишив вас как чего-то нового, так и ярких эмоций. Рутина, наполнив вашу жизнь, сделает ее однообразной и неинтересной.
Если вы хотите жить счастливо, привлечь новые отношения и жаждете добрых и благополучных перемен, то, выбросив старое белье, купите себе новое, красивое, прикоснувшись к которому вы будете ощущать счастье. Поспав на нем одну ночь, вы ощутите, что в вашей жизни начался новый этап, который будет наполнен только приятными переменами. Если белье у вас из искусственной ткани, так и знайте, что и отношения в семье будут такие же натянутые, нечистосердечные и наигранные. Как бы вам ни нравилась расцветка такого белья, воздержитесь от его покупки, чтобы не пришлось потом улаживать конфликты и устанавливать доверительные отношения в семье. В вашей жизни постельное белье должно быть только из натуральных тканей. И не обязательно это должно быть шелковое постельное белье, где цена высокая. Это может быть и постель из более бюджетных тканей, такие как хлопок, сатин, бязь или лен. Но если в ткань добавлена примесь синтетики, от него стоит также воздержаться. Перемешиваясь между собой энергии натуральной ткани и синтетики, они будут создавать в вашей спальне хаос, что отрицательно скажется на ваших взаимоотношениях либо с супругом, либо с партнером. Отношения не будут искренними и чистосердечными. На ткани белья не приветствуется и нахождение изображения птиц, зверей, так как эти рисунки являются носителями активных энергий, а для сна нужна спокойная энергия, которая будет способствовать сну. Но если вы будете ежедневно засыпать в окружении птиц и зверей, то у вас появится расстройство нервной системы. Вы будете проявлять агрессию к окружающим вас людям, появится навязчивая идея опасности. Категорически запрещаются водные пейзажи на постельном белье. Стихия воды не место в спальне, так как энергетика такого белья может спровоцировать вредные привычки с алкоголем, психические расстройства, болезни сердца, а также это будет вымывать деньги из вашей жизни. Играет большую роль и цвет белья. Самые неблагоприятные цвета для спальни – это синий и черный, так как белье такого цвета может вызвать кошмарные сны, тоску, уныние или даже затянувшуюся депрессию. Вертикальные полосы, треугольники, ромбы на постельном белье нежелательны, так как такие геометрические фигуры, неся в себе отрицательную энергетику, могут нести раздоры в семейную жизнь, конфликты, недопонимания и размолвки. Транспортные средства, высотные здания, лица людей на постельном белье также не должны присутствовать. Используя такое белье в своей жизни, вы не будете знать, откуда и куда на вас начнут сыпаться недоразумения. Отношения семейной пары, которая будет спать под таким бельем, будет находиться под постоянной угрозой. Беспокойный сон, ощущение подавленности и усталости будут вас сопровождать изо дня в день, что вызовет головные боли, проблемы с нервной системой. Одинокий человек, спящий в такой постели, на протяжении долгого периода времени будет оставаться без пары, а все знакомства будут неудачными и огорчающими. Часто на комплекте белья находится несколько и нежелательных элементов, например, высотные здания, отражающиеся в воде, фон черный или темно-синий, машины, поезда, самолеты на фоне синего неба. В этом случае один символ на постельном белье усиливает действие другого многократно. Засыпая в такой постели, вы вряд ли проснетесь утром бодрым и отдохнувшись. Поэтому старайтесь воздерживаться от покупки белья с такими рисунками и принтами. Какое же постельное белье стоит приобретать, дабы оно способствовало укреплению здоровья, семейных отношений, а чтобы ваш отдых был полноценный, чтобы ваша жизненная сила не растрачивалась попусту? Итак, это должно быть такое постельное белье с кружевом или вытесненными узорами на поверхности, с главными линиями и кругами. Допускается рисунок облаков и травы с богатым орнаментом. Выбирайте его интуитивно. Прикасаясь к нему, вы должны ощутить тепло. Тогда вы на энергетическом уровне поймете, что это белье подходит и оно действительно ваше. Также, когда вы покупаете белье, обязательно придерживайтесь определенных правил, о которых, конечно же, друзья, нужно знать. Покупку стоит приручить к растущей луне, и тогда в вашу жизнь притянется много благоприятных моментов.
Если это сделать на убывающую луну, то отток жизненной энергии приведет к тому, что сон станет беспокойным, будут мучить бессонница, усталость и разбитость станут вашими спутниками, да и семейные дела изменятся не в лучшую сторону, будут страдать и ваши финансовые дела. Для того, чтобы жизнь не преподносила сюрпризы, оказывается, что и стирать постельное белье нужно в определенные дни недели, также соблюдая все правила. Менять белье нужно каждую неделю, так как вы потеете, вы ворочаетесь, и оно теряет не только свою свежесть и привлекательность, не вызывая в таком случае положительных эмоций, но и начинает притягивать ненужные энергии, которые будут разрушать ваше биополе во время сна. Для этого самый подходящий день – суббота. Хорошо смену белья совместить с уборкой в доме. В семье, в которой придерживаются этого совета, будут и здоровье крепким, и материальное благополучие без проблем. К тому же спокойный сон будет способствовать хорошему настроению, желанию творить и добиваться всех поставленных целей. Еще одним удачным днем является четверг. В этот день обязательно перестелите постель. Таким действием вы привлечете удачу, успех, а все дела, за которые вы будете браться, обязательно будут заканчиваться только положительными результатами. Неблагоприятные дни по отношению к белью. Меняя белье в пятницу, вы притянете в свою жизнь большое количество мелких, изнуряющих проблем. Как только уйдет одна, на ее место сразу же появится другая. В воскресенье категорически в этот день нельзя менять белье. Это чревато бессонницей, кошмарами, недомоганием, да и все остальные дела, за которые вы после этого будете браться, будут заканчиваться безуспешно, что приведет еще и к денежным проблемам. Не стоит менять белье и в церковные праздники, дабы избежать крупных неприятностей. Не стоит менять белье и втроем, даже если при этом будет участвовать близкий для вас человек, потому что этим действием вы можете привлечь несчастье в свой дом и в свою жизнь. Постель, на которой спят супруги, не должны застилать посторонние люди, чтобы в семье не начался разлад. Если у вас с ночевкой были гости, сменить постель нужно через час или два после их ухода. Если сделать это сразу, то ссоры с этими людьми не избежать. Если вы запланировали остаться на новом месте подольше, тогда перестелите постель в четверг до того, как взойдет солнце. Стирать белье лучше всего в понедельник и во вторник. Перед стиркой выверните белье наизнанку, чем убережете семью от бед и болезней. Есть еще и другие интересные народные приметы, которые не всем, к сожалению, известны. Если ваше домашнее животное пописало на постель, знайте это к приятным неожиданным событиям. Если вы увидели на постели жучка, это к счастливой семейной жизни. Если человек без пары, значит скоро познакомится со своей второй половинкой. Но если подарить мало знакомому человеку постельное белье, то такой подарок приведет к ссоре. Не стоит получать подарок белье от одинокой женщины или вдовы, дабы не притянуть в свою жизнь их проблемы. Людям, которые одиноки, никогда не дарите также постельное белье, особенно двухспальное, так как таким подарком вы обречете человека на длительное одиночество. Но если человек примет такой подарок, то будете оставаться без пары, пока данный комплект не порвется. Если вы одиноки, вам дарят такой подарок, и вы не можете от него по каким-то причинам отказаться, то в таком случае откупитесь, дайте за него несколько мелких монет. Помните о том, что ни в коем случае нельзя сшить самим себе постельное белье, особенно для пожилого человека. Вы с таким бельем притянете к нему проблемы со здоровьем. Также не дарите и не отдавайте никому свое постельное белье, даже если оно было в использовании только один раз. Иначе вы таким образом можете передать свое здоровье, удачу и благополучие этому человеку. Размер постельного комплекта должен обязательно соответствовать размеру одеяла и подушки. Если он будет маленьким, то того, кто будет на нем спать, вытеснят из многих жизненных сфер. Это может быть увольнение с работы, это может быть уход с семьи, потеря друзей. Если наоборот большим, то беспорядок и неурядицы в жизни вам обеспечены. Большие наволочки вызовут путаницу в жизни.
человек не сможет реагировать нормально на важные дела и вещи. Поэтому используйте, пожалуйста, эти советы, эти правила и рекомендации в своей жизни, так как в постели мы проводим значительную часть своей жизни, и хотелось бы, чтобы она была наполнена счастьем, уверенностью в завтрашнем дне, с крепкими семейными отношениями, деньгами, успехом и, конечно же, чтобы сон был крепким, спокойным, ведь от этого зависит то, какие энергии мы будем притягивать в течение всего следующего дня. Помните, девочки и мальчики, обязательно об этих правилах. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Напишите в комментариях слово «Я привлекаю изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь», и пусть Вселенная приумножит эти блага в вашей жизни в самые короткие сроки. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.